Все ошибаются, и руководитель не исключение. Что делать, когда руководитель ошибся? Как признать свою ошибку и не потерять авторитет? Смотрите, если бы ко мне, как к психологу, пришел руководитель с таким вопросом, кстати, приходят, да, реально, ответить прямо на этот вопрос – это сделать медвежью услугу и компании, и руководителю. Почему? Этот вопрос несет очень-очень важную информацию о компании. Какую? Он несет информацию об одной из главных ограничивающих установок в мышлении этой компании. Это установка о том, что делать ошибки – это стыдно. И даже не делать, а признаваться в ошибках – это стыдно. И надо как-то так замаскироваться, чтобы, не дай бог, не потерять авторитет. Что из этого следует? Да? Почему это опасная штука? Потому что если это есть у руководителя в мышлении, это есть у каждого сотрудника, это есть в каждой транзакции, в каждой коммуникации в этой компании. Например, кассир ошибся и пробил не тот товар. Да? Он может подойти к своему начальнику и сказать: Иван Петрович, извините, ошиблась, давайте как-то исправим. Иван Петрович исправляет, все, дальше магазин работает. Но если в компании, в культуре вшито, это бессознательно, вот это правило про то, что ошибаться, признавать свои ошибки – это стыдно, и это грозит потерей авторитета, что сделает наш кассир? Абсолютно бессознательно, просто попав в эту систему, она скроет эту ошибку, она попытается как-то ее и рано или поздно это вылезет, но вылезет в конце смены, когда кто-то, кто сводит смену, долго будет искать, что такое, почему не бьется, почему цифры не сходятся и так далее, и потеряет много времени и энергии, в итоге как-то ошибка обнаружится и так далее. Но на то, чтобы исправить, уйдет не x энергии, а 10x или 100x. Соответственно, энергия компании рано или поздно конвертируется в деньги. И это будет повторяться на всех уровнях. Не знаю, менеджер по продажам разозлил клиента. Вместо того, чтобы прийти к ропу и сказать: вот такая ситуация, давайте подумаем, важный клиент, как его удержать, он начнет это скрывать. И компания это обнаружит только тогда, когда потеряет этого клиента. Это мы будем видеть на каждом уровне, в каждой транзакции, в каждой коммуникации. Как вам кажется, сколько прибыли может недополучить компания из-за этой установки? Ну, очевидно, что это большие цифры, ну, большой процент, да, в зависимости от компании. А как может измениться компания, если эта установка изменится? Ну, очевидно, что компания вырастет, да? То есть здесь не надо быть глубоко бизнес-психоаналитиком, чтобы эти вещи, спрогнозировать. Когда ко мне руководитель приходит с подобным вопросом, да, как признать свою ошибку и не потерять авторитет, я задаю встречный вопрос. Он звучит так: как бы вам хотелось, чтобы в вашей компании сотрудники обходились со своими ошибками? Ошибки будут. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но как бы вам, как руководителю, хотелось бы, чтобы в вашей компании обходились с ошибками? Вот ваш зам сделал ошибку. Как он дальше с ней должен поступить? И вот когда мне руководитель это расскажет, я скажу о том, что вы со своими ошибками ровно так же должны поступать. И тогда без слов, без каких-то призывов и так далее, ваши сотрудники, ваша компания начнет точно так же поступать со своими ошибками. Это передается на уровне опыта. Сотрудники и так не думают: вот наш руководитель Иван Петрович так сделал, и я так буду делать. Нет. Они автоматически начинают так делать. И таким образом вы меняете корпоративную культуру, меняете мышление компании.